Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Испирационе. Второй прогноз, что ждет до конца мая. События и неожиданности до конца месяца. Вот давайте с вами узнаем, что же случится до конца мая в вашей жизни, что произойдет. И, возможно, это будет неожиданно. Но в начале нашего расклада у нас сегодня 3 колоды. Так вот, на первой, колода ведьмочек, мы зададим вопрос, сбудется ли ваше желание. Осуществите ли вы задуманное до конца мая? Не торопитесь загадывать, у вас будет время. Но дело в том, что пока вы смотрите расклад, возможно, видоизменится ваше желание. Или вы захотите поиграть с вашей интуицией и, к примеру, загадаете 2 варианта. Что будет, если я поступлю определенным образом? Или что будет, если я ничего не буду делать, например, да? Или как-то иначе. Возможно, это просто как карта совет, да? Как мне поступить? Получу ли я желаемое, и если я буду договариваться, к примеру, с одним человеком, или не буду договариваться, или с кем-то другим. Наверное, ваша именно позиция, ваше желание, как тут это подойти к решению этого вопроса, определяет конечный результат. И на колоде Ленорман, который пририсовал Чиро Маркетти, известный знаток древних символов, тайн, мы зададим более конкретные вопросы. И первая карта, так что же там стремительно, внезапно в жизни весов до конца мая? А что уйдет? Давайте узнаем. Что вы завершите до конца месяца? И что придет взамен? Что будет меняться? Как изменится ваша жизнь? И к чему это все идет? Что будет продолжаться? А последняя карта – приятный сюрприз. Назовем это так. Это то, чего вы тоже не ожидаете, но это с позиции радости, чего-то доброго, светлого. Итак, давайте будем узнавать. Так что же там стремительно, внезапно в жизни весов в течение мая, и до конца месяца? Какое-то письмо. Может быть и документ. Вполне вероятно, важная бумага. Соответствует 7 пик. Давайте, если так, переложим даже на карты Таро, 7 пик. Это может быть какая-то бумага, которую вам нужно подписать, вам нужно согласовать. Или вам нужно, может быть, где-то это связано с финансами, что-то проплатить. И договориться, возможно, и так. Вполне вероятно, потому что тут у нас сургучная печать. Вполне вероятно, что это какой-то официальный документ, который вы получите, или вы должны, может быть, подписать какой-то контракт, какое-то соглашение. Может быть, это касается каких-то обязательств, мои дорогие, которые вы приняли прежде. Вот возьмем 3-ю колоду и давайте с вами будем прояснять. По крайней мере, с какой сферой жизни это связано. Это нам о чем? Может быть, и внезапно вы получаете, да, как из какой-то конторы, инстанции. А вот посмотрите, тут какое-то дело, которое связано с прошлым. 3 мечей – это то, что вы сейчас, может быть, даже не хочется об этом думать. Или вы уже в чем-то поставили точку. Или, в принципе, сейчас, наоборот, кого-то заботит нерешенный вопрос именно. И вы не знаете, как к нему подступиться. Причем тема, скорее всего, которая вас как, деструктивно так немножко на вас оказывает влияние. И вроде бы это, да, знакомое. И, скорее всего, знаете, у кого-то это будет касаться конфигурации, когда вы оказались именно конфигурации. Что я имею в виду? Какая-то ситуация, которая напоминает дежавю. Наверное, сейчас у нас Херон в Овне, и тут каждый проходит свой момент кармы истины. Поэтому у кого-то из вас это, знаете, как какой-то надоевший сценарий, тем не менее, в котором вы оказываетесь раз за разом. Может быть, это не новая история, а когда вы, что-то подобное уже пережили, а потом еще раз, как оказались, в чем-то очень похожем. Но на данный период времени я могу сказать, что тут неожиданно, мы сейчас будем раскрывать. Вы уже об этом думаете. Тут, скорее всего, будет неожиданное решение какого-то вопроса, который вас сейчас заботит точно. Вы получите дополнительную информацию, и у вас, смотрите, словно открывается путь. Почему я так говорю? Это карта доброй трансформации, кстати. Иногда я так называю, 8 жезлов.
И тоже это карта скорости и информационного потока, как 8 жезлов сходятся в одной точке. Как время X у вас будет в мае месяце, когда медлить нельзя. Тут именно нужно действовать. Всплываем как будто. Ну, это я так утрирую, потому что, посмотрите, в этой карте это у нас старший аркан, страшный суд, это избавление от боли. А вот у нас как раз впереди была боль, страдания. Какая-то усталость от того, что без конца какой-то сюжет повторяется раз за разом и никак не закончится. Так вот, скорее всего, вы поставите в чем-то точку. Может быть, вы оформите какую-то бумагу, документ в течение мая, или подпишите какой-то контракт, или к вам придет какое-то известие, которое для вас будет тоже как поворотный момент, когда вы на что-то решитесь. Решитесь действовать, может быть, куда-то ехать. И вот как будто девушка, она находилась словно на дне. Может быть, это у кого-то не случайно тройка мечей. Это будет именно неожиданное решение какого-то вашего задуманного вопроса, хочется сказать, который вам покоя не дает. И вот мы как будто поднимаемся на поверхность, как из небытия, из какой-то серой зоны, когда не было возможностей, когда мы словно прикованы были к одному месту. Но вот теперь есть колода такая, где называется именно страшный суд, дорога к свету. Но поверхность, да, это тоже мы как будто из темноты на свет поднимаемся. То, что вы вчера, может быть, или когда даже более длительный период прошел, но я так условно говорю, может быть, это годы или, может быть, месяцы, да, какая-то запутанная история, которая именно у вас оставила шрамы на сердце. Вот как сердце ведь уже не болит, да и шрамы никуда не денутся. Оно заштопанное, не кровоточит уже. Я иногда называю карта здорового равнодушия. Вот вы как будто свои боли, горести, печали можете оставить позади. Но это будет с каким-то элементом новизны. И одновременно вашей скорость или от вашей скорости будет зависеть решение, как вы воспользуетесь вот каким-то удобным моментом. И, по крайней мере, я должна сказать, вопрос может быть решен почти навсегда. Или будем говорить, почему слово «почти», потому что ведь нужно еще добраться на поверхность. Поэтому какая-то активность от вас потребуется. Но, может быть, и подписываете вы какой-то документ важный, который вам дает как чувство безопасности, как решение самого по себе вопроса, который представлял прежде какую-то путаницу. И это все внезапно. По 8 жезлов всегда элемент внезапности. Что уйдет, что завершится. Карта книга – это карта тайн. Но здесь тоже есть какая-то конфигурация по времени. Не случайно Чиро Маркетти изобразил нам часы. Нам как будто нужно подойти к решению этого вопроса. Десятка бубен или это десятка пентаклей. Поэтому у кого-то что уйдет. Эта ситуация действительно может перекликаться с первым вариантом. И это будет финансовая какая-то история. Может быть, нужно решить какую-то финансовую, как брешь закрыть. Или разобраться по финансам. Это может быть одновременно связано как и с вашими близкими, или с вашим участием, или с каким-то важным документом. Может быть, это даже у кого-то вопросы наследства. Но вам помогает фортуна. Вот как карта доброй трансформации, мои дорогие, хочется положить сверху, да? 8 жезлов, так и колесо фортуны нам свидетельствует о том, что добрые энергии идут в вашу жизнь. Может быть, это действительно какая-то тема запутанная, вопрос, когда вам потребуется посетить не одну инстанцию. Мы говорим тайна. Тайна в книге, значит, мы как будто должны ее как минимум открыть, прочитать, изучить. Приготовьтесь, что будет у вас какая-то задача, возможность, когда нужно не бездействовать, потому что, опять же, две карты скорости – а именно для того, чтобы оставить прошлое в прошлом, вам нужно будет действовать. Причем это тот, знаете, такой невидимый момент. Мы не можем отложить что-то на потом. Буквально. Мы не можем даже отложить что-то на другой день. Для кого-то из вас эта ситуация будет действительно связана с юристами, адвокатом. Хотя это ведь ваша карта. Может быть, и с человеком, который тоже, как и вы, рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, водолеи или как вы, весы, или имеет там асцендент. Но это может быть вообще это больше эксперты,
да. Иногда мы трактуем эту карту как чиновник или высокопоставленное какое-то лицо, руководитель на работе. Значит, у вас на работе тоже может сложиться какая-то ситуация. Вы хотите сейчас, к примеру, что-то осуществить. Или вы сейчас думаете, что, ну, я многого не вижу, как там дальше сложится обстановка, хотя у вас есть какая-то задумка. Тогда будьте готовы к тому, что вы действительно сейчас не видите. Может быть, вы и хотите где-то, да, что вот заканчивается, вот какие-то тайны, да, хотите что-то осуществить, но понимаете, что не все в вашей власти. Тогда примите к сведению, что здесь сама по себе ситуация будет меняться, и зависеть она будет именно от людей, вот хочется сказать так, и от вашей расторопности. Я хочу вас пригласить на свой сайт, у меня есть астрологический прогноз до конца мая, прочитайте. Какие энергии астрологические, это не про карты, идут в вашу жизнь и с чем период мая может быть связан. Давайте еще одну карту. Так а что же завершится? Ну, две карты аж. А вот смотрите, четко говорит карты, правда будет что-то меняться. И действия ваши вам тоже потребуются. Что потребуется, как по пажу мечей? Вы можете получить какую-то новость, а то и две новости. Одна, а следом еще какая-то, когда вам нужно будет проделать такие шаги, которые вы не планировали, которые вы никогда не осуществляли, словно пройти вот над этой, ну, хочется сказать, бездной, над этим обрывом. И карта ведь нам говорит, не оглядывайся назад и не смотри вниз. Опять же, книга выпадает. Что-то доизучить придется. Но вот, видимо, хоть два шага, но по тоненькой жердочке, вот над этим обрывом, как будто с одного берега переместиться на другой. Может быть, для кого-то из вас это будет какая-то важная поездка, важная встреча, на которую нужно откликнуться, куда-то отправиться и увидеть что-то своими глазами. Или разобраться, как бы, знаете, как отделить зерна от плевел. Здесь потому что прошлое, с одной стороны, оно уже завершается. Туз жезлов на период до и после, повторяюсь, делит нашу жизнь. Но для того, чтобы вот именно какой-то переломный момент произошел, тут нужна как и ваша активность, ваша где-то готовность, так и корректировать планы ваши придется. Потому что неизбежно вы оставите то, что, может быть, вы сейчас задумали себе, а будет обстановка вокруг вас меняться, и будут меняться решения людей. Может быть, у кого-то из вас, но как меняется закон, я ведь этого тоже не исключаю. И кто-то, может быть, будет как раз и узнавать, как в отношении меняется вас, ну, какая-то преамбула закона, с учетом приложений, может быть, и так. Закон не меняется, а приложение порой существенные поправки вносят. Возможно, это будет действительно связано с какой-то поездкой или с вашей активностью, когда вы идете словно вот по этой тоненькой жердочке и понимаете, что гарантий нет, но я должна, ну или должен пройти. Какая-то путаница у вас в жизни. Что придет взамен, мои дорогие весы? А вот что это обозначает? А вообще это змея. Мы понимаем, что это нас карты о чем-то хотят предупредить. Давайте мы сначала достанем, раскроем эту тему несколько поподробнее. И сначала колода Ленорман узнаем, в какой сфере жизни. Змея – это у нас обман. Змея – это то, что появляется внезапно. И выпадает аркан Медведь. Медведь – это сила. Медведь – это, ну, где-то силовые структуры. Белый медведь самый сильный. Это может быть как, с одной стороны, смена вашего статуса. Или контактное лицо, которое, может быть, внезапный контакт, кстати. Когда вы чувствуете себя не в безопасности. Когда вы можете, вас так судьба может свести с каким-то человеком, который занимает высокие позиции, ну, как в обществе. Или вот сферы влияния, влиятельное само по себе лицо. Какой-то может быть человек, когда мы понимаем, что вот мы как бы противодействовать не можем. Но точно так же это может быть ситуация, когда потребуется ваша сила, кстати. Ваша сила, вот смотрите как. Я должна сказать, иногда аркан змея говорит о страсти.
страстной любви. Ну, конечно, значительно реже, но тем не менее иногда. И я должна сказать, у кого-то это будет, что придет взамен. Может быть, в какой-то вашей истории все-таки заканчивается очень добрым у нас, да, как проясняют соглашения какие-то. И вот она бумага, подписание как будто, да, может быть, вот этого союза. И у кого-то это будет связано с работой. Тогда по работе, ну, где-то тоже рассматривайте альтернативные варианты. Потому что, с одной стороны, вроде как есть что-то, да, что придет взамен. Может быть, это взамен уходит, хочется так думать, вот какой-то обман, какая-то неточность. Но все-таки эта карта выпала первая. Поэтому тут что-то неоднозначно, мои дорогие. Здесь нам могут что-то обещать, обещать по закону. И требуется осторожность, все-таки я бы еще раз повторила, при подписании каких-то важных бумаг, документов. Потому что тут может быть так. Вы что-то подписали, а потом изменилось у вас ваша жизнь или изменились ваши планы, а вы как будто можете оказаться скованными какими-то вот как раз подписями, может быть и печатями, у кого это имеется. Но в то же время ведь две карты говорят, что вы сейчас занимаете сильную позицию. Так что же нового идет на ваш порог? Восьмерка мечей. Это карта страха внутреннего. Карта страха по тому союзу, кстати, или по тем договоренностям, но чаще всего, кстати, мои дорогие весы, это тот человек, которого вы знаете, что придет взамен. У кого-то проиграется ведь и правда банально по личной жизни, как какой-то экс, да, партнер, из бывших. Может быть, и вы пытаетесь вернуть кого-то, я не исключаю. Или так складываются обстоятельства, что не все вопросы вы еще решили, и нужно словно такой пас назад сделать, потому что закрыть какой-то гештальт. Ваш адрес может быть проявлено, кстати, определенный все-таки рыцарь чаш, это кто-то к нам с подарком, может быть прежняя как раз ностальгия, да, по прежним отношениям, да, и тут как раз человек в вашу жизнь приходит с чем-то, ну, как обновленный, или приходит с каким-то важным разговором, вам это приятно слышать. Вы знаете, я тут вижу вот такую конфигурацию, что придет взамен. Все же карта восьмерка мечей и карта змея. Я допускаю, что какой-то человек приходит в вашу жизнь, и это может быть как и человек, или даже у кого-то новое знакомство, причем то знакомство, которое или в котором нужно быть осторожным, потому что человек вам о себе много не расскажет, вот это точно. Человек что-то будет о себе скрывать. И выглядит это ведь все более чем красиво, элегантно, приятно. Но есть определенный подвох. А кто-то из вас как раз этот подвох будет чувствовать. И тогда змея и восьмерка мечей будет говорить о том, что вы кому-то просто не верите. И как бы тут перед вами, хочется сказать, не изворачивались, но не верят уже весы кому-то. Как изменится ваша жизнь. А вот правда не верите, потому что какая-то разрозненная информация. Либо уже путаница в вашей жизни, она как раз и была связана с тем, что кто-то что-то обещал, но потом это не было соблюдено. Или потом эти договоренности ушли в никуда. Карта птицы говорит о том, что сбивчивая информация. Возможно, будут до конца мая месяца фейки, да, мы говорим, или какая-то заведомо искаженная информация. С чем это связано? Вам как будто придется держать баланс, как ни крути, по двойке пентаклей, и одновременно что-то прояснять. Вам баланс в первую очередь будет необходим. Посмотрите, это белого медведя одновременно у нас аркан императора. Здесь может быть даже, знаете, такая история. Вы узнаете, допустим, как в отношении вас работает закон. И на тот момент, когда вы это узнали, это одно положение. Или как один, вы в одном статусе. А через какое-то время придут какие-то, как ворвутся перемены, когда это что-то изменится. Изменится за счет людей или, может быть, буквально за счет законов. Что-то будет принято от вас независящее. И вам придется, вот как, знаете, держать постоянно баланс. Вам придется, возможно,
Посмотрите, держать баланс с каким-то человеком, все то, что я говорила. Вот как изменится ваша жизнь. Аркан справедливости – это карта кармы с учетом аркана император, да, все-таки личность и белый медведь. Здесь, правда, есть, с одной стороны, ваша сильная позиция, но она не та, когда мы давим авторитетом. Или когда вы сами понимаете, тут наоборот себя нужно сохранить. Потому что то, что происходит вокруг, даже если есть договоренности, но они какие-то расплывчатые. Если даже и вам что-то предлагают, хочется верить, а я вот не верю. Вот есть какой-то такой момент, который, я бы сказала, находится глубоко в вашей душе. Здесь может выглядеть все что-то красиво, более чем. Но для весов по какой-то причине все-таки я вижу подвох. Потому что повторяла и повторю еще раз. Люди вам всей правды не говорят. Ваша задача, как и вот вашу дипломатию, применить во благо самим себе. Уметь договариваться и при этом держать какой-то запасной аэродром. Запасной вариант, мои дорогие весы, по крайней мере, до конца мая. Как будто пробуй, пока не получится или не надоест. А у кого-то ведь может сложиться именно так, что нет других вариантов. Вот есть только один какой-то вариант. И вам придется, мои дорогие весы, словно вот по этой жердочке, хоть и путь недалек, 2 шага, но нужно себя организовать, чтобы этот путь пройти. И все это может быть внезапно, стремительно, неожиданно. Поэтому держите баланс. Так что же будет продолжаться? К чему все идет? Много общения. Поэтому аркан птицы, да, какая-то сбивчивая информация, разрозненная информация. Будь легок на подъем, вот как изменится ваша жизнь. У кого-то, в принципе, очень активный будет период до конца мая, когда и в одну контору, или в одну какую-то организацию, и еще другими вопросами нужно заниматься. Возможно, много общения, вот что будет продолжаться. И я так думаю, ну, какая-то история мая, вот нам карта будет говорить о том, что вот может быть даже и есть какая-то путаница, неразбериха. Она не совсем в мае закончится точно, она продолжится. Вам как будто нужно научиться себя беречь и делать это как-то совершенно иначе. С чем это связано, что будет продолжаться? А это будет напрямую касаться вашего благополучия. Ну, давайте подведем итог. Тут, правда, люди вам всей правды не говорят. А карта Верховная Жрица говорит: и ты храни молчание. Будьте немножко на своей волне. Будьте той кошкой, которая гуляет сама по себе. Но при этом придется взаимодействовать с тем, что приходит в вашу жизнь. С теми, может быть, бумагами, событиями, людьми, информацией, которую вы будете узнавать, или будут вам что-то предлагать, может быть, и так. Может быть, и вам придется как-то действовать незамедлительно, не упустить времени. Вот нам 2 карты говорят о том, что у тебя, как знаете, ну, представьте, наступает время X, какая-то светлая точка. И нам нужно это не отложить на потом, а приступить к действиям прямо сейчас. А мы на этот пункт или в этот день что-то уже распланировали. И, скорее всего, придется себя как будто самого переформатировать буквально так, на какое-то новое направление. Или когда часть ваших забот или часть ваших планов на какое-то время вы оставляете, как меняете график жизни и переключаетесь на что-то другое. Ну, давайте узнаем, в чем же будет приятный сюрприз для весов. Любовь. И вот все то, что я долго говорила, у кого-то будет связано именно с личной жизнью. Правда, конфигурация у нас в мае планетарная тоже таковы, что для кого-то из вас на первый план именно через общение, личные контакты. Ну, у кого-то это может касаться и любви, именно личной жизни, договоренностям по ней. Но у кого-то согласие, да, все-таки 2 лебедя, это карта сердца. Может быть, и придется со сложными людьми договариваться. У вас сильная позиция, но это, наверное, не то и для вас время, когда вы своим авторитетом давите, хотя я не исключаю, что другие будут пробовать. Или наоборот, те, кто пробовали, как-то будут так вести себя настолько аккуратно, что вы им перестанете верить, потому что это не соответствует природе человека. Но, в принципе, как приятный сюрприз признания в любви. Или
какой-то волшебный тандем. Может быть, у кого-то случайное знакомство. Я такого тоже не отрицаю. Причем в такой обстановке, где весы совершенно не намеревались с кем-то знакомиться. Итак, сбудется ли ваше желание? Давайте узнаем, да или нет. Туз жезлов говорит да. Но это желание от вас потребует очень большой активности. Постоянно где-то себя держать в определенных рамках. Может быть, рамках это когда мы заняты чем-то одним. Когда мы себя ограничиваем, безусловно. И это будет у вас какой-то момент, как X, когда нужно будет действовать. Туз жезлов, опять же, делит нашу жизнь на период до и после. С чем это связано? Давайте перемешаю колоду. Здесь все равно есть такой момент неоднозначный. Это, знаете, своего рода как прорыв, как вот этот жезл появляется из ниоткуда. Вот из костра, да, и эта колода ведьмочек, ведьмочка наша встала и руками развела. То есть альтернативное что-то, то, чего вы не ожидали. Сбудется ли ваше желание? Ну точно, 2 туза. У кого-то это может касаться, правда, бумаг или денег. Хорошо. Второй вариант. Сбудется ли ваше желание? Королева мечей. У нас тут с вами получается пара, король мечей и королева мечей. Но эта карта будет говорить, что мы что-то переигрываем, переделываем, потому что в сыром варианте это все-таки не пойдет. Ведь это, кстати, карта может свидетельствовать, что вам сейчас этот метод или это желание, оно для вас актуально, а потом как будто уже не актуально, уже вы от него можете отказаться. Карта может подсказывать еще, что надейся сам на себя или надейся сама на себя. Много, посмотрите, ну уже 2 дамы, 2 королевы, будем говорить. Так вот, когда 2 королевы и более выпадают в моем раскладе, сплетни, мои дорогие. Поэтому, ну вот, проанализируйте. Вы задали вопрос, если он связан, когда о чем-то знает много людей. Или когда вы с кем-то поделились, или вы как раз рассчитываете на кого-то. Тут много может быть пустых разговоров, а действовать придется самому. Вы знаете, нет, тут как будто второй вариант, он, ну, понимаете, он не идет. Потому что вас как будто тут нет. Может быть, вы рассматриваете на сегодняшний день такую конфигурацию. И я могу сказать, либо вы сами откажетесь, потому что что-то изменится. Или я не исключаю, что как-то отпадет надобность, потому что здесь, ну вот, на лад дело не пойдет. Вас как будто через какое-то время либо вы сочтете, что это, опять же, нецелесообразно или не нужно, или меня как будто нет вот в этом пространстве, или мне это, ну, вообще не принесет никаких перспектив, а повторит какую-то мою оплошность, а будет, может быть, альтернативный вариант, как раз я такое допускаю. Поэтому второй вариант здесь так вот, знаете, 50 на 50. Потому как даже королева мечей, она не дает нам, эта карта, как бы четкого ответа, что да, у тебя получится. Вы сами как будто можете, к примеру, если вы с кем-то, все же вторая у нас идет королева кубков, если вы, к примеру, вам кто-то пообещал свое содействие, тогда это те слова, которые, ну как вот знаете, зависнут в пространстве. Когда вы пронадеялись, потеряли время, а в последующем вы узнаете, а что человек либо забыл, либо пообещал, либо у человека изменились планы. Вот второй вариант, будем говорить, не очень надежный. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал. И ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.